Привет, ребята! В этом видео мы хотим поговорить о том, какие блюда у нас в России наиболее популярны, о тех блюдах, которые мы часто готовим, которые часто можно увидеть на нашем столе, но это не все блюда придуманы именно в России. К сожалению, кстати говоря. Да. Русская кухня довольно разнообразна, но очень сильно отличается от корейской кухни. Если в Корее преобладают специи, то в России кухню можно охарактеризовать как соленую, довольно пресную и с минимальным количеством ингредиентов и специй. Мы довольно часто ищем рецепты в интернете, и у нас в России довольно популярен запрос в интернете приготовить что-то из того, что есть в холодильнике. Да, это очень популярно, Да. потому что бывает, что дома минимальное количество продуктов, не хочется идти в магазин, у нас магазины не круглосуточные, нет такого, и поэтому вот минимально, что есть, это чаще всего, наверное, салаты, Да. какие-то бутерброды, то есть это вот такие вот, это еще выпечка, или это вторые блюда, которые в духовке. Да. То есть это вот вещи, которые можно, в принципе, Да. приготовить. Иногда, у нас даже бабушки — это такой вид людей, которые никогда ничего не выбрасывают и Да. готовят это так, то есть это авторское, так сказать, блюдо, и готовят это так, Да. что вот из того, что есть в холодильнике. Поэтому. Первое блюдо, которое у нас очень распространено, это пельмени. Есть прототип вареники, но это пельмени, то есть это блюдо из пресного теста с нарубленным мясом. У нас это называется фарш. Вот. Начинка там разная. Это либо из свинины, говядины, иногда даже, кстати, встречается из куриц и иногда даже встречается из рыбы. Но это крайне редко. Я один раз пробовала из рыбы, мне вообще не понравилось. Вот. И чаще всего это со специями в виде черного перца. Вот. Это отваривается и потом подается, либо есть люди, которые едят в этом бульоне, есть люди, которые едят в этом бульоне с уксусом, есть люди, которые едят с кетчупом, с майонезом. У нас очень распространено такое явление, как кетчуп с майонезом вместе, и некоторые едят его со сметаной. Я думаю, что есть еще те, кто едят, скорее всего, с горчицей. Да. Горчица у нас вот очень сюда популярна. Вот сделаем фотографию, как вообще выглядит наша... Сюда. Да, куда-то сюда. Сделаем то, как выглядит наша кухня. И, в принципе, по ее внешнему виду можно, мне кажется, прочувствовать вкус. Да. Даже. На самом деле это, да, довольно-таки пресное блюдо, не знаю, как оно у нас появилось, то есть если сравнивать с корейской кухней, что-то типа похоже на монду, но только монду это более насыщенный, как самостоятельный, так скажем, продукт, а у нас это более пресный, поэтому мы едим его с соусами. Следующее, что мы выделили, это салаты. Это вообще отдельный вид искусства в России. Обычно это готовится на какие-то праздники, Новый год, день рождения и так далее. Но часто даже мы, например, с Олей очень часто готовим салаты в повседневной жизни. И мы выделили 4, наверное, самых популярных салата у нас в России. Называются они винегрет, оливье, летний салат и селедка под шубой. Да, это очень странное название, ничего не говорите. Сейчас мы коротко расскажем о том, что там внутри. Летний — это самый простой салат. В него добавляются огурцы и помидоры, заправленные по-разному майонезом, либо маслом подсолнечным и просто посоленные. Еще сметана. Иногда туда, да, кстати, сметану или зелень еще делают. Но это очень крайне редкий случай. Обычно это самый минимум продуктов. И получается, этот салат можно есть хоть каждый день. То Да. есть, если остальные салаты это по праздникам, то именно этот салат это вот да, хоть каждый день. Да. Следующий салат — это селедка под шубой. Это самый замудренный салат вообще, мне кажется, на нашей кухне. Я ненавижу его готовить, но он очень вкусный. Это череда овощей и селедки. Селедка — это такая очень-очень соленая рыба. Слоями. Да, оно выкладывается слоями, то есть, например, слой картошки отваренной, слой рыбы, слой морковки. Все это заправляется майонезом. Это довольно жирный, довольно соленый салат, но он очень вкусный, по крайней мере для меня, я очень люблю этот Просто салат. мы часто смотрим корейские видео и сами были в Корее и можем сравнить эти две кухни, и у нас кухня достаточно соленая, то есть для вас это будет очень соленый, поэтому салат очень соленый. Да. Следующий салат — это оливье, это наш новогодний салат, тот, который 99% семей обязательно готовят на Новый год. Это оливье. Это тоже минимальный стандартный набор продуктов, это в основном овощи плюс колбаса.
То есть это картошка, это яйца, это колбаса, заправленная майонезом. Там некоторые кладут горошек, некоторые кладут огурцы. На самом деле набор продуктов может отличаться, все зависит от того, ну, скажем, что предпочитает каждая семья для себя. Есть классические рецепты, есть рецепты с добавлением. Да. И, кстати, мы позже об этом тоже расскажем. У нас есть еще один суп, сделанный на основе этого салата. Да, как бы ни странно было, но Да. да. И последний салат, который мы выделили тоже как один из самых популярных, называется винегрет. Это красный салат, заправленный подсолнечным маслом, тоже из овощей полностью. То есть это картофель, свекла, лук, что там еще? Капуста. Капуста, да. Ну, это тоже на самом деле может отличаться, но в целом... Причем капуста квашеная, Да. то есть, скажем так, как будто бы кимчи, Да. но Не острый. не острый. Да. Да, кислая. Да, кислая, скажем так, капуста. Мгм. Да. Салаты мы любим. Очень Салаты любим. это такой продукт, который можно сделать быстро, вкусно и часто, вот сейчас где-нибудь прикрепим. То есть у Обязательно. нас, если есть Новый год, день рождения, то есть это большие столы. То есть если в корейской кухне это панчаны, это много закусок, то у нас много салатов. Это вот так вот. Следующее, это холодец. Это что-то очень странное, Непереводимое слово. непереводимое. Попытаемся вам объяснить. На самом деле, вот сейчас будет картинка. Это довольно странный продукт, очень неаппетитный. Мы его категорически не любим, Да. хотя в детстве я его ела. Это мясо, отваренное, порубленное или разломанное Покрошенное, да. кусочками. Все это залито желатином. Просто это застыло, и это Да. едят. Я бы не сказала, что это невкусно, но это невкусно. странно. То есть ты заливаешь мясо желатином, и желатин, он как-то вот так вот... Короче, нам это не нравится, но у меня бабушка с дедушкой часто готовят это на праздник, и многие на самом деле взрослые его любят. Да. Вот, поэтому... В общем, Как бы- это еда на любителя очень Да. сильно. Да, Оно очень странное. Оно вообще капец какое странное. да, даже мы с этим согласны. Да. Следующее — это самое топовое летнее блюдо. Мы его обожаем. Это инфосотка просто. Странно, но это, мы любим. это окрошка. Это вот как раз-таки тот холодный суп, сделанный на основе оливье. Мгм. Это все то же самое, просто залито квасом. Ребят, это очень странно. Что такое Что квас? такое квас? Это очень странное блюдо, похожее, точнее, очень странный напиток, похожий на газировку, но это по вкусу очень похоже на хлеб. Причем на темный хлеб. Да. Не знаю, светлый. Ржаной, типа ржаной хлеб, как будто вы пьете ржаной хлеб. Да, но он в принципе настоен, есть такая закваска, она, по-моему, как раз делается, у нас просто наши прабабушки, они делают этот квас сами, то есть Да. у них есть закваска в виде заброженного хлеба или чего-то такого. И вот на нем настаивается. Мы в детстве обожали это, охлаждается и пьется. Я с сахаром пила. Ты тоже с сахаром? Сахар, это будет так вкусно, такое холодненькое, с сахарочком. Короче, это странно, но это вкусно. Да. И вот это заправляется, да. Кстати, у нас не только квасом, Ну у нас, да. насколько я знаю, кефиром. Но я думаю, что многие, наверное, знают, что такое кефир. Это что-то типа забродившего молока. Я думаю, что вы сейчас скажете, что русские странные и Русские едят странные. какую-то испорченную пищу. Но для нас это не испорченная, для нас это нормальная еда. Кефир с сахаром тоже топ вообще. О, да. И поэтому это кто-то кефиром, да, это заправляет. Но мне кажется, Еще это минералкой. Это газированная вода. с минералкой пресно, с кефиром для меня странно, я даже не хочу это пробовать. Да. А вот с квасом, с майонезом, это, о, господи, я хочу укроп. Ой, помогите. Да. Я Так. захотела все из того, что мы сказали, кроме холодца. Да. Следующее блюдо у нас идут блюда из картошки. Картошка, то есть если у вас это батат, то у нас это картошка, и у нас картошка покупается, у нас садится, во-первых, на огороде картошка, у нас покупается это там по 5 килограмм, по 10 килограмм, потому что картошка это, можно сказать, блюдо на каждый день. Да. Она добавляется в супы. Мы делаем из него пюре, тут картинки сопровождающие, мы жарим эту картошку. То есть часто у нас, если есть картошка, то можно сказать, ну, все. Это все значит, мы никогда голодными не будем. Да, да, это как
с одной стороны, как хлеб, так скажем, да? Как в Корее рис. Да, У нас наверное, картошку Как можно картошка также жёлчи. охарактеризовать, Да. потому что хлеб не все едят, мы не едим хлеб. Да. Хлеб это только бутерброды, то есть вот так. То есть либо мы делаем пюре, пюре это толченая отваренная картошка с добавлением масла, молока, и туда добавляется хоть что. Можно просто отварить сосиски, можно пожарить сосиски, можно добавить вот этот летний легенький салат, Да. любой салат. Можно еще котлеты добавить. Это тоже рубленое получается мясо, как мы называем фарш, и Все знают, что пожаренное. такое котлеты. Да, кстати, еще могут некоторые делать к шашлыкам, я так думаю, Да, пюре, да, да? Ну, кстати, то есть да. пюре это универсально, добавь туда что хочешь. Еще у нас продается, бывает рыба засоленная тоже. Часто бывает, купишь эту засоленную рыбу к пюре и просто вообще очень вкусно. Также мы жарим картошку, мы, получается, чистим ее, режем, кто как режет, и просто жарим. Кто-то просто жарит ее на масле, своего рода деревенская, я не знаю, кстати, есть в Корее деревенская картошка? Типа По-любому. фри, но Да. деревенская. Вот, типа деревенской картошки пожаренные, а некоторые заправляют это еще и зеленью. Вот, можно запекать с курицей, совсем гон, короче, и добавлять и в салаты, и в, короче, картошка, это все. Да. Следующее блюдо это супы. Это мы выделили два самых таких популярных, так скажем, всем известный борщ. И наш исконно домашний семейный суп это куриный с вермишелью. Борщ, я думаю, видели все всегда. Это, мне кажется, самое, как это сказать, Топовое блюдо. топовое Но оно не блюдо для наше, всех оно не иностранцев. русское. Оно не русское, Все, оно кто украинское. приезжает, да, все, кто приезжает в Россию или на Украину, обязательно едят борщ. Ребята, почему вы это делаете, кстати, у меня Ну, вопрос. самый популярный Почему суп. борщ? Я не понимаю. Самый популярный Ладно, суп. в общем, вы все его знаете. Это красный суп со свеклой, Да, со сметанкой. со сметанкой, с говядиной. Обычно это стандартный набор продуктов для него. Мгм. Ну, там еще капуста, по-моему, картошка туда же, Мгм. да, и все вот это. Мгм. Вот. И второй это наш такой детский супчик, скажем, это курочка с вермишелькой. Вермишель это тоненькая Маленькие-маленькие макарошечки. макарошки, Вот так скажем. спагетти, то есть Да. кому как понятно. Мгм. Вот, туда тоже также стандартный набор продуктов. Это картошка, это зелень. Иногда некоторые заправляют майонезом. Многие заправляют майонезом. Нет, мне кажется, наоборот, мало кто заправляет майонезом, Почему? но это довольно пресный суп, то есть Да. это тот суп, который можно, вот когда болеешь, Мгм. например, то есть когда я болела, то есть, например, убираешь все ингредиенты, которые там есть, и просто пьешь бульон. Да. Блины или оладья? Многим это известно как оладьи или панкейки, но блины это самое тонкое вот из этих трех ингредиентов. Я думаю, что многие знают. Это тоже, наверное, самое самое популярное, традиционное что блюдо, мне слышат о России Да. блины. Блины это универсально. Это тесто заводится, там мука, яйца, молоко, сахар и так далее. То есть это очень легко замешать, но Это очень трудно. сложно приготовить, ребята. Да. Это очень сложно. Раз это получается, раз не получается, ну как бы готовят его все. Я думаю, хоть раз Это- кто-то пробовал. Это блюдо, которое всегда заставляет меня нервничать. Да, меня Всегда. тоже. Я Мгм. очень люблю блины, Да. но я очень не люблю их готовить, Да. потому что они все нервы мне втребуют. Потому что нужно, хочется сделать идеально тонкими, Да. пластичными и так далее. Ну, короче, чаще всего, все равно, мне кажется, их едят сладкими. То есть их едят с медом, их едят со сметаной, их обязательно смазывают маслом, их со всякими джемами едят. С вареньем, не джемом. Да. Джемы как-то у нас не так популярны. То есть бабушки закатывают варенье, там малиновое, например. О, Вот с ним мы едим чаще. А потом, мне кажется, что уже мужчины это более такое поколение. у меня поколение, дедушка это обожает со сгущенкой, что ты Нет, говоришь. вообще я имею в виду мужчины, это так как сильный пол, им хочется более такого мясного что-то поесть. И поэтому часто у нас, кстати, продается застывший, ну, в смысле не застывший, а замороженный, с мясом, с грибами, с капустой, с картошкой. Мы обожаем с ветчиной ну, и с сыром. Ну, Да. девочки, Да, с ветчиной и нужно сыром. такое с уклоном итальянское. Вот, это очень вкусно. Если есть возможность попробовать, вот из всего, что мы сейчас назвали, блины мы прям очень советуем. Да. Да. Приезжайте к нам в гости, мы вам приготовим. Да. Понервничаем, но приготовим. Да. Следующее, что
любят все иностранцы. Мне кажется, все иностранцы И любят. по-любому, И все русские любят, кто там не веганы и так далее. по-любому это всем понравится. Это нравится всем абсолютно, любит без мясо. исключения. Это шашлык. Все наверняка слышали это слово. Это не русское блюдо, Это не сразу русское. говорим. Это, я не знаю, Грузия. Не будем говорить сейчас чье, потому что мы точно не знаем, Да. но Да, не будем об этом. И мы, как правило, готовим его летом Мгм. на даче или когда собираемся там компании там друзей, знакомых, На улице. родных, да, мы делаем его исключительно на улице. Вот это замаринованное заранее мясо. Это может быть что угодно: курица, говядина, свинина, всем кому как нравится. Мгм. Делают свой вид мяса, так скажем. Мгм. И позже это нанизывается на шампур и запекается, скажем, не жарится, запекается на на огне. углях. На Точнее, огне, на углях. Ну, короче, мы вот тут вставим картинку, вы поймете. Мы, в принципе, это делали, да, это разводятся угли, но они должны не гореть, они должны уже тлеть. Да. И оно зажаривается, то есть оно не запекается, но оно именно зажаривается. Самый топчик — сделать шашлык чередованный с луком. О, лук, это да, запеченный, вот зажаренный лук. Да. И самое вкусное мясо, мне кажется, замаринованное либо что-нибудь типа в кефире, либо в майонезе. В майонезе вообще огонь, обожаю. Вот. Да, маринада очень много. Маринады какие кто любит, тот так и делает. Да. Ах. Следующее это курица. Это последнее, что мы говорим. Это самое такое тоже популярное. Ну, в принципе, вот мы уже сказали, это шашлык, это суп из курицы, это просто запекается курица. То есть курица это вот как второй ингредиент после картошки. Да. Это принцесса. То есть картошка король, это принцесса. Да. Обожаю курицу, которая с корочкой в духовке запекается. Это прям очень вкусно. Ее, кстати, тоже можно всяко мариновать, обмазывать всем чем угодно, жарить. То есть это прям очень вкусный продукт. Не знаю, мне кажется, его многие страны едят именно курицу, потому что в некоторых странах нельзя есть другое мясо. И курица, мне кажется, это универсальный продукт, который очень вкусный. Для примера, многие варят курицу и едят ее во время диеты. Да. Но мы можем делать это и без диеты. Да, Мы можем просто отварить курицу и есть ее, и Да. это вообще будет прекрасно. Это просто. самое любимое Да. наше блюдо, это Да. курица. В любом Курица, виде. окрошка, все, можно остальное забирать. Да. Забирайте. Как мы уже говорили, кухня в России очень разнообразна. На самом деле, очень разнообразна. У нас очень много ингредиентов, из которых мы что-то готовим. Но тем не менее, конечно, она более пресная, более простая, что ли, в приготовлении и по вкусовым качествам, чем, например, азиатская еда, любая азиатская еда. Но каждый человек с рождения привыкает к своей кухне, и для него она становится, скажем, идеальной. Да. И Поехав в другую Да. страну, хочется, конечно, попробовать другую кухню, и там ты уже понимаешь, нравится тебе это или не нравится. В любой кухне можно услышать видео и подумать, блин, как странно, почему они это едят. Ну, как бы это всегда так. Хотя, если вот так вот посмотреть, холодец это даже для нас странно. Да. Уж для иностранцев это тем более странно. То есть в каждой кухне есть странная еда, которую люди любят, которые едят, и которую просто, стоит попробовать. Да. Но это здорово, что мы можем обмениваться информацией про свою кухню, слушать о кухне и о быте других людей. Это клево. И, кстати, мы тут посовещались и решили, что если будет реально интересно, то, возможно, в следующих видео через какое-то время мы могли бы приготовить некоторые из этих блюд. Главное, Что-то не простое, холодец. что можно приготовить дома, Да. и показать вам. Можно, в принципе, все приготовить, главное, не Кроме холодец. шашлыка еще. Да. Мы как бы тут жарите в квартире Холодец не мы есть. будем. Ну и блины мы немножко нежничаем. Ну, а так да, если будет такое желание, то мы снимем. Да. Оставляйте комментарии, нам очень интересно ваше мнение. Вы что-то пробовали уже из русской кухни? Или хотелось бы вам что-то попробовать? Возможно, по нашему описанию или по картинкам вы увидели, вам показалось это аппетитным, и вы хотели бы это попробовать. Мы прочитаем обязательно комментарии, обязательно ответим, нам будет очень приятно. И на этом все.
Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм. Мы постим там очень много полезной информации о Корее, о России. Обязательно все дублируем на английский язык, поэтому вам будет все максимально доступно. Возможно, когда-нибудь мы выучим корейский до такой степени, что будут у нас корейские субтитры. Поэтому поддержите нас пока на английских субтитрах. Мы будем очень сильно стараться. Всем пока-пока! Пока!